Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Очень давно я не выпускала видео, и поэтому мне захотелось порадовать еще новым видео вас на этой недельке. Ручки моей мамы, и сразу скажу, что это рекорд по носке 5,5 недель. Она относила данное покрытие. Обычно мама ходит 3 недели максимум, и потом начинаются какие-то мельчайшие отслойки, потому что очень сильная эксплуатация рук идет, в зависимости, естественно, от профессии. Поэтому мы снимаем старое покрытие и видим, что все относилось прекрасно. И мы даже сами в шоке были. В общем-то, снимаем покрытие, и тут я хочу вам рассказать одну такую важную вещь. Пожалуйста, когда делаете снятие, обращайте внимание, что если ногти немного клюют, либо, как в нашем случае, вы собираетесь сделать укрепление гелем, поэтому лучше сразу немножко не доснимать покрытие на торце. Посмотрите, я убираю длину, и что я делаю? Сразу же выпиливаю немного натурального ногтя. Здесь у меня пилка, и хочу вам в этом видео чуть более подробно рассказать про технику выкладки геля до опила форм. И хочу рассказать о ее плюсах. Сейчас я ее очень активно тестирую, делаю я так абсолютно на всех клиентах, и могу сказать, что я в полном восторге. Самое главное, пилкой на 240 грит очень тщательно подготовить ноготь. Также нельзя исключать, естественно, отслойки у кутикулы из-за того, что у вас выполнен, например, не чистый маникюр. Для чистого маникюра первое и, наверное, 50% успеха – это грамотно и хорошо отодвинуть кутикулу. В нашем случае кутикула очень прилипшая, поэтому я использую короткую лопатку от Silver Star, и она деликатная, то есть она не острая, но в то же время с ручной заточкой. С обратной стороны есть вот такой удобный топорик, который можно зачистить птеригией и не наматывать просто лишний раз его на фрезу. Опять-таки же повторюсь, что руки очень сухие, и мы используем желтую фрезу диаметром 21 от КМИС и обрабатываем на небольших оборотах. Да, может быть, где-то время увеличится в обработке, если бы мы взяли там красную фрезу, но желтая фреза работает очень деликатно, и раньше эти руки мне давались с трудом, но вот уже на протяжении, наверное, года не было ни одной ранки. Это действительно приятно, это, наверное, моя личная победа. И вообще вы заметили, что мастера, не принято говорить у каких-то таких мастеров хороших, что они ранят клиента, хотя действительно такое случается. Поддержите меня, если не стесняетесь об этом говорить. В сегодняшнем видео также хочу показать достаточно бюджетную модель ножниц. Ссылочки на все материалы, все товары оставлю в описании под видео. Но тут есть загвоздка. В срезе такой кутикулы очень важно лучше оставить больше, чем срезать много, что я в принципе и делаю. Все какие-то мельчайшие такие недочетики я убираю потом фрезой при шлифовке и полировке. Поэтому, когда я делаю срез, вот эта граница сухой кутикулы, она как будто бы сбивается, то есть очень тяжело по ней идти даже самыми тонкими ножницами. Нам сейчас самое главное убрать большую часть кутикулы, а все остальное уже доработать при помощи фрезы. И посмотрите, какой чистый маникюр у нас по итогу получился. Я сначала нанесла мицеллярный спрей, убрала всю пыль и сейчас уже хорошенько обезжириваю ногти. Дальше мы наносим праймер. На этих руках без праймера никуда. Наношу его полностью на всю ногтевую пластину. Обязательно не попадаю, стараюсь на кожу и полусухой кисточкой. Хорошо, когда праймер есть, но если его будет много, то он может дать обратный эффект, то есть создать сильно большой, например, липкий слой. Базу Аврора наношу, как я всегда делаю, никогда не наношу, кстати, под гель базу из флакона, то есть всегда это делаю вот такой вот плоской кисточкой. У меня кисть 4, овал, производитель абсолютно не важен, она синтетическая, выбирайте себе любую. И хорошенько вбиваем базу для того, чтобы сцепка у нас была хорошая. Гель пробую первый раз от Niko Nagel, и вы знаете, мне очень понравилась консистенция, вот прямо очень. Мне было комфортно работать, и сейчас вы можете видеть, я здесь видео практически не ускоряла, как хорошо гель самовыравнивается. То есть на некоторых пальчиках мне даже не приходилось переворачивать руку для того, чтобы выстроить правильный апекс. Просто подправила гель немножко по бокам тонкой кисточкой, основную часть я выложила плоской кистью, и все.
Делаем, естественно, себе скользящий слой, и по этому скользящему слою гель красивого такого цвета ириски распределяется очень прекрасно. И еще важный момент, что гель, да, у него есть какая-то степень вязкости, и все-таки он не течет. То есть вот эта грань очень важна. Не выбирайте никогда слишком жидкий гель, потому что им достаточно сложно будет вам выстроить архитектуру. Ну и теперь очень легко это все дело опилить. В чем же плюс такой технологии, что мы сначала выкладываем гель, а только потом его опиливаем? Во-первых, это, конечно же, экономия времени, потому что все равно где-то что-то вам придется потом подпилить, и все равно торец мы трогаем после выкладки геля, поэтому никуда от этого не деться. Но квадрат мы практически не пилим изначально, поэтому все проходит очень быстро, и, естественно, мы защищаем себя от отслоек с торцевой зоны, поэтому обязательно попробуйте этот способ, и напишите мне потом спасибо, потому что вам это действительно понравится. Дальше, если у меня остается какая-то пыль перед тем, как я делаю покрытие, я обязательно всю ее из пазух убираю, иначе гель-лак потечет у нас вот по этой вот пылюшке. 181 цвет из зимней коллекции от Ника Нагель, я вам его уже показывала, эту коллекцию. Наношу на те ногти, на которых у меня не будет дизайна. И сразу же буду покрывать их топом, чтобы ничего не налетело, ничего не прилипло. Все вы знаете, в работе случаются такие случаи. Поддержите, пожалуйста, меня, если ваши клиенты тоже то за телефон схватятся, то за волосы, то за свитер. В общем, всякое бывает, поэтому я всегда перестраховываюсь. На втором слое, кстати, видите, уже первый слой перекрыл цвет, например, камуфлирующего геля. Кстати, я люблю работать именно камуфляжами, потому что камуфляж всегда вам покажет толщину. И если вы новичок, не начинайте работать с прозрачного геля. Вам достаточно тяжело будет определить, где гель был положен тонко, а где толсто. А тут цвет и пигмент вам помогает видеть это и помогает определиться, куда, например, добавить капельку. Все покрываем финишем без липкого слоя Аврора. Покрываем и делаем такое небольшое выравнивание, чтобы ступеньку у кутикулы, чтобы ее не было видно. И остается у нас самое интересное, вишенка на торте, это дизайн. Очень-очень тонко наносим серый цвет. Вот прямо очень тонко, как будто вы его вымазали. Дальше нам потребуется основной цвет и 180 тоже из этой же коллекции. И теперь, наверное, не секрет, но маленькая хитрость градиента. Когда вы не знаете, какие цвета будут смешиваться между собой, вы берете два цвета. Один у меня это практически белый, да, серый, очень близкий к белому цвету. И наш ярко такой какой-то небесно-голубой. Расскажу чуть позже о задумке. И смешивайте их в разной пропорции. То есть первый цвет мы взяли чистый. Дальше у нас идет цвет, в который серый достаточно много добавлено нашего синего цвета. Следующий мы уже совсем немножко добавляли нашего синего в серый. И последний четвертый цвет, это идет чисто серый цвет, оттенок нашего основного тона, да, то есть тот, который у нас идет на всех других ноготочках. Понимаете, мы все эти цвета сделали из двух цветов. То есть они схожи по оттенкам, поэтому они перемешиваются просто идеально, и делаю я это все в один слой. Акриловую пудру я посыпала на непросохший гель-лак. И еще я решила добавить немножечко блесток сверху у кутикулы и сделать небольшую растяжку. После полимеризации обязательно покройте тоненьким слоем базы, тоненьким при помощи вот этой же кисточки, которой я делала растушевку. Знаю, будете спрашивать, это колонок 1,5. И покрываем уже потом топом. Если вы сразу будете покрывать топом, то велика вероятность того, что будут видны крупинки. Нам это не нужно, поэтому лучше тоненький слой базы сделать. И рисуем очень простые елки. Вообще, пока рисую, на самом деле здесь все тяп-ляп. Просто смотрите, как я выполняю этот дизайн на экране. И делала я это обычной черной гель-краской. Елочки, плоская кисть, черная гель-краска и все. У вас обязательно получится выполнить этот дизайн. Я вам говорю 100%. Самое важное, что вы должны помнить, это то, что в градиенте смешение цветов очень похожих, оно всегда проходит достаточно легко. И задумка нашего дизайна была сделать именно февральское небо. Знаете, когда уже солнышко, когда оно уже начинает становиться таким голубым,
И, ну, получилось очень нежно. Вообще, елки не планировались изначально, и мне очень нравится, что постоянно в работе добавляется что-то интересное, какие-то задумки воплощаются. Должен был быть просто градиент, но у меня просто произошел щелчок такой, и получилась целая картина, которая, кстати, еще и очень просто выполняется. Я надеюсь, что вам понравился мастер-класс. И стараюсь всегда в видео вкладывать много полезной информации. Поэтому поддержите, пожалуйста, лайком. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!